Турецкий актер Барыш Артуч стал гостем одной из самых популярных YouTube-интервью App Talks с ведущим Аннасом Бухашем. Разговор получился не просто откровенным, а по-настоящему личным. Мы решили рассказать о самой романтичной части интервью. Чтобы не исказить смысл и сохранить интонацию, текст в этом видео представлен в формате прямых цитат из интервью. Ведущий: что для тебя значит любовь? Барыш: на самом деле, это зависит от моего настроения в данный момент. Через пару дней я, возможно, определю это совсем иначе. Все связано с тем внутренним состоянием, в котором находишься именно в этот день. Я говорю не только о сегодняшнем дне, а о том опыте и возрасте, который ты уже приобрел. Для меня любовь – это не поиск причины и оправданий, когда вы рядом, вместе действуете, проводите время или прикладываете усилия. Любовь – это делать все от сердца, так, словно от этого зависит сама жизнь. Словно ты связан с этим так же, как человек связан с водой. Без нее невозможно существовать. Вот что для меня значит любовь. Любовью может быть и профессия, когда ты не представляешь себя за другой работой, когда каждый день и каждое усилие полностью отдаются твоей страсти. Это тоже любовь. Любовью может быть ребенок, когда без него жизнь кажется пустой и лишенной смысла, когда рядом с ним дышится легче, когда каждый взгляд напоминает о самых светлых и дорогих вещах. Глядя в его глаза, ты начинаешь понимать ценность самой жизни. Думаю, это тоже определение любви. Любовью может быть и твой супруг или партнер, когда вы проводите время вместе и в минуты слабости есть с кем поделиться, кто поддержит, вдохновит и мотивирует. Если с каждым совместным шагом ты чувствуешь радость, если присутствие этого человека делает твою жизнь полнее, это тоже я считаю любовь. Я думаю, любовь – это не только чувство к определенным людям или эмоциям. Это то, чем ты занимаешься с полной отдачей, что требует твоего полного внимания без причины и обязательств, что делается полностью от сердца, что становится жизненно необходимым топливом для тебя. Любовью может быть и вода, может быть кислород. Любовь – это все, без чего тебе плохо и чего тебе не хватает. Она проявляется во всем – в профессии, в отношениях, во всем, что делает твою жизнь полной. Ведущий: когда ты понял, что хочешь жениться на своей супруге Гюпсе? Барыш: мы вместе уже 12 лет, из которых 5 в браке. До свадьбы у нас было 7 лет отношений. Гюпсе и я очень осторожные люди. И это не потому, что мы сомневались в своих чувствах, а потому что совместная жизнь – дело серьезное, а заведение ребенка еще более серьезное. Нужно быть абсолютно уверенными, полностью доверять друг другу. Я никогда не считала брак чем-то легким или детской игрой. Конечно, в жизни бывают разводы, браки приходят и уходят, и это не конец света. Но каждый человек хочет пережить это один раз с правильным человеком, провести с ним жизнь и завершить ее рядом с ним. Поэтому мы не спешили, никогда не торопились с решением жениться. Мы просто наслаждались временем, проведенным вместе. Мы никогда не чувствовали давления жениться, чтобы доказать что-то кому-то, семье, друзьям, обществу. Осознание пришло во время пандемии. Мы стали проводить еще больше времени дома вместе и поняли, что можем быть счастливы, просто находясь рядом друг с другом. Что может быть яснее, чем это? Именно тогда мы решили завести ребенка. Мы подумали, давайте расширим нашу семью. И в этом естественном течении жизни приняли решение о браке. Пандемия либо разлучала людей, либо сближала. Это был своего рода окончательный тест, настоящий лакмус отношений. Проверка жизни. Действительно ли вы счастливы? Можете ли вы терпеть друг друга? Вы с правильным человеком или нет? Все это подвергалось испытанию. Именно поэтому говорят, в каждой трудности есть свое благо. Ведущий: повлиял ли буллинг в адрес Гюпсе в социальных сетях, возможно из-за разницы в возрасте или по другой причине, на ваши отношения или на нее психологически? Барыш: у нас с женой достаточно зрелости, чтобы понимать, почему люди пишут такие злые комментарии. Обычно они следят за твоим сериалом, а когда кто-то появляется в твоей жизни, они не могут этого вынести. В основном это очень молодые люди. Даже в детстве я не был фанатом кого-то конкретного, я просто интересовался футболом, следил за футболистами и так далее. А вот Гюпсе сама признает, она тоже была молодой девушкой, восхищалась многими актерами и относилась к ним с этим чувством. Возможно, это не ненависть, но это уже другая, более масштабная форма восхищения. Ты любишь их, хочешь, чтобы они были твоими, а в молодом возрасте ты еще не понимаешь, что правильно, а что нет.
Думаю, такие ситуации происходят из-за чрезмерной любви. Поэтому мы всегда относились к этому нормально. Но когда это исходит от взрослого человека, конечно, это уже нездорово. Для людей нашего возраста, которые сами взрослые, позволять себе буллинг и писать такие ужасные комментарии – это нехорошо. Но это не про нас. Нам жаль людей, которые это пишут. Кто знает, насколько они одиноки, насколько несчастны. Они пишут злые комментарии лишь для того, чтобы их заметили, потому что в соцсетях никто не замечает хорошее. А если написать что-то плохое крупными буквами, внимание обеспечено. Мы понимаем, что люди так ищут внимание. Думаю, это нормально в нашей профессии. Моя жена тоже так думает. Переживать из-за этого нет смысла. Как я уже сказал, мы предпочитаем видеть хорошее или пытаемся извлечь положительное из негативных комментариев. Если нашу предыдущую работу не оценили, если поступают плохие отзывы, мы думаем, почему им не понравилось, что именно не устроило. Мы воспринимаем это как вклад в нашу жизнь и карьеру. Слушать людей, которые делают негативные комментарии без причины, лишь чтобы доказать свое существование, на самом деле мало что добавляет ни мне, ни им. Ведущий. Барыш, что, по твоему мнению, помогает браку сохраняться так долго? Барыш. Я думаю, многое зависит от того, как лично мы с женой воспринимаем отношения. У других пар все может быть совсем иначе. Я считаю, что в отношениях нужно быть уверенным. Жизнь – это не только походы куда-то поесть, вечеринки и развлечения. В жизни много моментов, когда становится скучно. И нужно уметь быть вместе и в моменты скуки. Когда вы пассивны – это самый важный момент. Также, особенно в браке или долгих отношениях, супруги должны давать друг другу пространство. Моя жена тоже должна иметь свой мир, и я тоже должен иметь свой. Делать все вместе постоянно может быть скучно, и мы оба это понимаем. Друзья тоже важны. Для человека это как минимум так же важно, как брак. Проводить время с друзьями, ходить на тренировки, иногда куда-то поесть, общаться и развлекаться. Дружба – это то, что я ценю. Если жена не позволяет это делать, говорит куда-то опять, не ходи с друзьями, проведи больше времени с нами, рано или поздно ты почувствуешь себя в ловушке. Каждая пара должна давать друг другу быть собой, делать то, что хочется. Спорт, рыбалка, встречи с друзьями, побыть наедине, иногда даже взять отпуск в одиночку. Твой супруг тоже может этого хотеть. Нужно открывать это пространство друг для друга. Тогда не будет ощущения давления, не придется жертвовать своим личным временем, и вы увидите, как партнерство обогащает вашу жизнь. Иначе это превращается во взаимную тюрьму. Важно быть личностью, жить своей жизнью, своими увлечениями и позволять супругу делать то же самое. Конечно, брак займет часть твоей жизни, но остальное время вы проводите с семьей, которую создали осознанно. Нужно найти правильный баланс. Вот, на мой взгляд, секрет. Я бы добавил еще. Пары не должны избегать ссор. Способность спорить – очень ценная вещь. Споры показывают страсть, а два зрелых человека умеют регулировать ее. Если есть что-то, что вас тревожит, что нравится или не нравится, нужно обсуждать это. Пока это не обсуждается, все накапливается и может превратиться в непрекращающуюся ссору. У нас за 12 лет в начале отношений было много споров, но они укрепляли наши отношения, делая их более устойчивыми. Важно уметь ссориться правильно, не быть грубым, не проявлять неуважение. Ведущий. Нравится ли вам быть отцом? Барыш. Очень нравится. Сначала, конечно, возникает паника. Ваша жена беременна, вы ждете этого момента. Я стану папой, осталось несколько месяцев, осталось столько-то дней, вот этот день придет. Маме, конечно, гораздо легче, ребенок растет внутри нее, у нее есть гормональные преимущества. Она может формировать связь с ребенком сразу после рождения. Мы, отцы, думаем, что у нас будет так же. Или нам не говорят всей правды. Это невероятное чувство. Я ощутил что-то такое сильное с первого дня. Да, есть люди, для которых это действительно так, но у меня не получилось так сразу. Я был как идиот, счастливый, но ошеломленный. Это мой ребенок, на кого он похож? Я рассматривал его пальчики, лицо, глаза примерно 2 недели. Я ходил вокруг, словно потерянный. Мать кормит ребенка, хочет спать с ним, у нее совершенно другой опыт. Ты стоишь рядом, спрашиваешь, чем можешь помочь, спрашиваешь, нужно ли что-то, но в первой неделе мать ни о чем не просит. Я чувствовал себя максимально бесполезным. Первые 2 недели, став отцом, я все время спрашивал, тебе что-то нужно? Можно мне побыть рядом или сделать что-то? Потом я узнал от нескольких друзей, просто успокойся. Обычно у мужчин чувство отцовства приходит позже, чем у матерей.
Когда ребенок устанавливает зрительный контакт, берет твой палец или видит, что ты вошел в комнату и начинает улыбаться, только тогда начинаешь понимать: похоже, я стал папой. Становиться отцом – это очень красивое чувство, потому что оно открывается постепенно, по мере того, как ты проживаешь этот опыт. Это не происходит в один день, когда вы с женой решаете завести ребенка, когда жена рожает, и ты автоматически становишься отцом. Это чувство строится на ежедневной заботе. Меняешь подгузники, купаешь ребенка, проводишь с ним время каждый день. И вот однажды ребенок смотрит на тебя. Ты видишь этот момент, когда он понимает, кто ты. Это самый драгоценный момент в мире. По мере того, как ребенок растет, это ощущение только усиливается. Сейчас моей дочери 3 года, и каждый день она заставляет меня чувствовать себя папой все сильнее. Наверное, быть отцом девочки – это особенное счастье. Они сильно привязываются к своим отцам. У нас сейчас фаза, когда ее внимание ко мне особенно интенсивное, и мне это очень нравится. На днях, например, мне нужно было пойти на ужин с другом-режиссером. Раньше, когда я уходил, она часто меня не отпускала: «Не уходи, пожалуйста, останься» и подобное. В тот раз она сказала кое-что, и, честно говоря, это был самый драматичный день в моей жизни. Она такая маленькая, а когда умоляла «не уходи», я объяснил: «Мне нужно пойти на ужин, я вернусь вечером до того, как ты ляжешь спать». Она схватила меня за ногу и сказала: «Я держу тебя так крепко, что ты не сможешь уйти». Это был самый драматичный момент в моей жизни. Я не смог пойти на ужин. Позвонил другу и сказал: «Не смогу прийти». После этого я уже не мог покинуть дом. Ей больше ничего не оставалось, кроме как сказать эту фразу. Когда ты спрашиваешь меня о родительстве, я просто вспоминаю эти моменты, через которые прошел. Это очень интересное и сильное чувство. Я все еще нахожусь в этом ощущении. Надеюсь, наши отношения будут здоровыми, будут крепнуть с каждым днем, и наша жизнь будет долгой. Это самое красивое чувство в мире. Желаю каждому это испытать. Ведущий. Что для вас означает ваша дочь Жан Аси? Барыш. Она означает для меня все. Все, что мы с женой делали до этого, ради наших личных карьер, чтобы сделать себя счастливыми и чувствовать себя хорошо. На самом деле было немного сосредоточено на нас самих. «Чего я хочу?» – спрашивали мы до свадьбы. После того, как мы поженились, мы говорим: чего мы хотим, какую жизнь мы хотим. Теперь тема полностью сместилась с нас на ребенка. Чего хочет наш ребенок? Какую жизнь мы должны ей дать? Что делает ее счастливой? В моей жизни, как никогда раньше, я начал строить планы. Раньше я никогда особо не любил планировать, но после рождения ребенка я начал планировать. Потому что вместе с ребенком растет тревога. Появляется чувство, что все, что у нас есть, может однажды исчезнуть, что чего-то может не хватить. Чтобы обеспечить ей жизнь, ты начинаешь мотивировать себя гораздо сильнее, чем обычно. Ты становишься более целеустремленным и в работе, и в жизни. Весь наш фокус на ребенке. Но после определенного возраста мы поймем, что это не совсем правильно. Когда придет время, мы осознаем это. Но сейчас мы живем в периоде, когда все внимание сосредоточено на дочери. Жизнь покажет, насколько это правильно или нет, потому что рано или поздно человек должен обратить внимание на самого себя. Мы должны всегда помнить, как и почему у нас появился ребенок. Если у нас ребенок, это потому что мы сами хотели этого, потому что есть любовь, страсть и романтика. Я думаю, что забывать о своих чувствах друг к другу – это предательство и для ребенка. Ребенок хочет видеть любовь родителей в их глазах, поэтому это чувство нельзя терять. Если мы намерены провести жизнь вместе, нужно сохранять те же усилия, что и в те годы, когда вы только встретились. Сохранять тот же энтузиазм и внимание. Есть естественная пауза для матери, когда она впервые становится мамой. В течение года она может сосредоточиться гораздо больше на ребенке. Это совершенно понятно и нормально. Мы, отцы, должны позволять этому чувству проявляться. И иногда мы сами погружаемся в это чувство. Но в конечном счете, каждый разумный человек понимает, что они нужны друг другу. Поэтому нужно всегда проявлять заботу, и мы это делаем к счастью. Ведущий. Изменило ли тебя отцовство? Барыш. Да, изменило. Как я уже сказал, раньше я не был тревожным человеком, а теперь я стал тревожным, но я научился управлять этой тревогой. Я не знаю, насколько еще оно меня изменит и как именно, процесс покажет это. Но самое конкретное, что я могу сказать, это моя тревожность. Например, раньше у меня не было тревоги вообще, я даже не знал, что такое паническая атака. С того момента, как моя дочь начала ходить, я все время думал:
Боже, осторожно. Со временем я стал одержим этим. Мне это не очень нравится, но я думаю, что смогу с этим справиться, привыкну и научусь управлять этим. Страх будет менять форму. Беспокойство о том, встретит ли она хороших людей, о друзьях в ее жизни, удобно ли ей в школе, счастлива она в городе, где живет, выйдет ли замуж правильно. Это процесс, который, насколько я понимаю, никогда не заканчивается. Просто в этом процессе мы, как родители, можем научиться управлять им, потому что иначе так жить невозможно. Нам нужно этому научиться. Ведущий. Передай сообщение своей дочери, которая в будущем посмотрит твое интервью. Барыш. Прекрати немедленно смотреть это видео и сосредоточься на том, что ты делаешь. Делай все наилучшим образом. Будь с людьми, которые делают тебя счастливой в этой жизни. Не проводи ни минуты с человеком, с которым тебе несчастно. Я так сильно тебя люблю. Я надеюсь, что тебе не придется смотреть это слишком рано. Я надеюсь, что у нас будет много долгих лет вместе. Ведущий. Что для тебя значит Гюпсе после всех этих лет вместе? Барыш. Моя жена – настоящий спутник жизни для меня. Я знаю, что она внесла огромный вклад в мою жизнь и будет продолжать делать это. Мы пара, которая умеет отлично мотивировать друг друга. Мы указываем друг другу на ошибки без фильтров. Делаем это раньше всех. Мы обсуждаем все. Что у нас получается, что не получается, как в профессиональной сфере, так и в жизни. Чего нам не хватает или чего хватает. Мы делимся этим очень откровенно. Я считаю, что каждому человеку нужен кто-то такой в жизни. Поэтому я чувствую себя очень счастливым, что у меня есть такая жена. Я надеюсь, что наши отношения будут продолжаться еще много лет в этом чувстве, и что мы будем также крепко держаться друг за друга. Я могу сказать, что она мое величайшее благословение, потому что именно благодаря моей жене у меня есть дочь, от которой я не могу оторвать глаз. Я выстраивал свою жизнь вокруг нее, поэтому моя жена – человек, перед которым я чувствую наибольшую благодарность. Думаю, она чувствует то же самое. Надо бы спросить ее тоже. Как вам интервью Барыша Ардуча? Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.